Добрый вечер, я Таисия, веб-сарафан.ру, онлайн-журнал для предпринимателей. Сегодня с нами Никита Михиенков. Правильно я произношу вашу фамилию? Хорошо. Значит, Никита – это директор по развитию такой прекрасной студии, которая называется Nimax Design. Это очень большая студия, там около 45 человек, и они уже очень давно и очень успешно развиваются на русском рынке. Сейчас у Никиты есть еще один проект, который называется welovescience.ru, который можно найти по адресу www.welovescience.ru. Что они делают? Делают сайты, бренды и интернет-рекламу. О чем я хотела поговорить сегодня с Никитой? Давайте поговорим про идентику. Допустим, я владелец маленького бизнеса, например, кафе, допустим. И хочу понять вообще, что такое идентика и чем идентика, так называемая, в диджитал-среде отличается от той обычной идентики, которую у меня есть сейчас. Давайте начнем. Что такое идентика? Идентика – это способ обозначения компании, товаров и услуг. Есть ряд идентификаторов. Например, вербальный идентификатор – это название компании или вашего кафе. Визуальный идентификатор – это логотип. Идентификаторов может быть много, они могут быть любые. Например, у вас может быть какой-то особенный интерьер у всех ваших кафе, который отличает от всех остальных. В общем, это способ идентифицировать, определить, выделить вашу компанию из всего окружения и конкурентной массы компаний. Ага, а как, вот тот вопрос о том, что как, ну, то есть в моей терминологии называется фирменный стиль, правильно? Как обычный фирменный стиль трансформируется в диджитал-среду, именно в интернет-среду? Совершенно другие носители. Фирменный стиль – это на самом деле скорее набор носителей уже, да? И в оффлайне они физически существующие, бумажные, визитки, бланки, конверты, буклеты. Это рекламные модули журналов и так далее. Да? В интернет-среде они совсем другие. Какие? Это в первую очередь сайт. Это все электронные продукты компании, интерфейсы, которые она использует. Обычно компания несколько сайтов, несколько каких-то интерфейсов, личные кабинеты, какие-то киоски электронных компаний, электронные. Это оформление групп, конечно же, в разных социальных сетях много, и это идентифицирует. Это общий стиль и подача материала, например, идентифицировать компанию в лентах новостей и соцсетей можно с помощью определенного стиля фотографий. Вот. Но в первую очередь это, конечно, дизайн интерфейсов и сайтов. Понятно. А что мне нужно обязательно знать вот при разработке фирменного стиля в диджитал-среде? То есть вот на что бы вы посоветовали? 20 советов обязательно. Про что мне нужно подумать прежде всего? В первую очередь вам надо подумать над тем, что это не просто дизайн, да? Он делается на какую-то основу. И если встает вопрос, что нужно знать, то нужно знать среду, нужно знать конкурентов, нужно знать свои цели и задачи. И нужно знать, к какому агентству обратиться. То есть сначала, как обычно, домашняя работа, правильно? Мне нужно понять, кто я на этом рынке, что я хочу, какова моя последняя задача. Наше агентство, оно отличается именно этим. Мы помогаем все это определить. То есть мы можем взять новый бизнес и помочь ему самоопределиться во всех аспектах, каким ему быть. А если я уже старый бизнес, но у меня пока плохо с идентификацией в диджитал-среде, но вот я очень хочу этим заняться, с такими компаниями тоже работаете. Да. А что вы делаете? Вы переделываете что-то, что есть? Мы должны понять ваши задачи, мы должны понять, почему. На самом деле, старый бизнес, это значит, что ваша та или иная идентификация у вас все равно есть. Ну, конечно, то есть все равно мои клиенты меня как-то воспринимают. Люди не знают, и если вы начнете переделывать, это неминуемо некоторые потери. Поэтому к этому надо серьезно готовиться. Нужно понять, зачем вы это делаете, что вы хотите получить, как вы будете измерять результат и подготовить всю эту почву. То есть можно измерить результат, эффективность. Идентика, очень хороший вопрос. Как? Скажите мне. Сложный вопрос. Действительно, можно измерить... Количество упоминаний, это вот это вы имеете в виду, нет? В сети или нет? Нет, скорее узнаваемость. Узнаваемость, хорошо. А как меряют узнаваемость бренда в сети? Можно сравнивать, можно проводить опросы, можно сравнивать, показывать людям ваши продукты и спрашивать, что они запомнили, как они воспринимают их, можно оценивать. Вообще, если делается потребительский брендинг, то прежде чем выпускать упаковку на полке, она испытывается на людях, смотрится их реакция. То есть они берут какие-то фокус-группы, грубо говоря, и там какую-то эмоцию пытаются понять. Здесь делаются опросы. И здесь то же самое, по сути, вы предлагаете. И то есть, если я иду к хорошему агентству, грубо говоря, да, то они, по сути, должны предложить, по крайней мере, мне это сделать, правильно? Потому что хорошее агентство всегда предлагает начать работу с исследованием, с изучением ситуации. И ценовая, соответственно, стоимость работы
очень значительная часть стоимости работы – это теоретические карты. А визуализация, она, ну, это тоже, конечно, дорого, но иногда они могут стоить одинаково. То есть, если мне предлагают сделать ресерч там, или исследование рынка, это не означает, что с меня пытаются просто больше денег взять. Это действительно нужно сделать, вопрос потому в том, что... какими методами. Исследования тоже бывают разные. Бывают какие-то промышленные методы, когда мы берем там фокус-группы огромные, и это очень дорого, сложно делать специальное агентство. Но у нас у всех есть соцсети, есть знакомые, и есть такой целый класс методов для домашних исследований. Давайте, домашние исследования. На 50 там, не знаю, моих друзей, например, могу я сама сделать, если правильно? они соответствуют вашей целевой группе. Ну, не знаю, я хочу сделать, допустим, я другой бизнес-владелец, и там делаю, не знаю, магазин для мамочек, правильно? Вы я должны найти 50 мамочек. И спросить их впрямую, допустим, и хотите, то есть нужен ли вам такой магазин, допустим, так, этого достаточно? Да, этого достаточно, и более того, даже единичные 50 человек это уже достаточно более чем, то есть какие-то критические проблемы обычно показывают даже гораздо меньшее количество. Да, мне тоже кажется, что даже 10. Еще когда мы работаем вот с бизнесом, который уже существует и работает, там есть целое поле для исследований. Мы можем говорить с текущими клиентами, это очень важно, чтобы собрать данные. Очень важно говорить с продавцами. Да, есть компания, у них есть какие-то продавцы, которые именно непосредственно общаются с... И они больше всего знают о проблеме. И именно у них можно получить больше информации. То есть вы как бы ищете точки соприкосновения, грубо говоря, да? Да, мы помогаем клиентам сформулировать задачи и понять, что действительно нужно делать. Потому что иначе идентика превращается в перебор логотипов, и это страшно, на самом деле. И для клиента, и для компании. Ну, то есть понятно, в общем, господа, прежде чем что-то делать, нужно думать, это самое главное, как обычно, как везде. Хорошо, а как мне сделать так, чтобы вот эта идентика, допустим, я нашла хорошее агентство, мы подумали и сделали, как мне make sure и сделать так, быть уверенной в том, что вот что она проникла во все мои электронные продукты, что она не осталась там в пути на полке, как бы, да, может быть, это процесс какой-то или что-то. Ну, здесь есть такая проблема, что у многих компаний действительно много продуктов, есть продуктовые компании, которые, например, выпускают там постоянно, открывают какие-то новые сайты, себе новые приложения, новые разделы сайтов. Для таких случаев делаются гайды по интерфейсам, то есть как привычный брендбук или гайдлайн по интерфейсу, по фирменному стилю, который позволяет делать офлайновые носители все в одном стиле. Точно так же можно сделать гайдлайн по интерфейсу, с помощью которого разработчики компании могут сами собирать уже дальше все в одном стиле и не нарушать этот выдержанный стиль. Можно я говорю? То есть у меня есть такой документ, такая бумажка, на которой написано, вот если вы делаете новый какой-то продукт... Это даже не обязательно документ, это может быть даже набор элементов верстки, из которых, как свой собственный такой фреймворк готовых фрагментов, из которого компания собирает уже там то, что ей нужно. Ну, то есть, если я приду там в следующий раз к разработчику, скажу, у меня есть гайдлайн, как сказать, идентики. Гайдлайн по интерфейсу. Гайдлайн по интерфейсам, то меня должны понять, правильно? Нас должны понять. Окей, хорошо. И последний, наверное, вопрос. Какие ошибки, может быть, вы расскажете, люди чаще всего допускают при переходе из одной среды в другую? Может быть, есть какие-то очень показательные кейсы, которые мне дадут понять больше, что мне нужно это делать? Тут, наверное, сложно говорить о конкретных ошибках, но действительно есть проблема, когда компании пытаются перетаскивать приемы, которые прокатывают в офлайне, пытаются перетаскивать их в интернет. Их очень много, но вот сейчас навскидку мне сложно какой-то прям случай привести, но это не будет корректно по отношению к клиентам, наверное, надо будет рассказывать про их ошибки. Хорошо, Никита, спасибо вам большое за ваш разговор. Еще раз напоминаю, вы можете найти работы и то агентство, про которое говорит Никита, по адресу welovescience.ru.